Здравствуйте, дорогие друзья! Канал «Гадание на любовь». Кого интересует эта тема? Тема любви, она у нас всегда интересует. Такие люди находятся. И сегодня мы с вами выполним такой расклад. Его откровенное признание, о чем он молчал, можно назвать разговор с его душой. Просто поговорим, зададим несколько вопросов. Итак, как всегда, подумали о том человеке, который вас интересует, представили, назвали имя. И мы посмотрим некие его особенности, что скрыто, что в душе затаил. Давайте смотреть. Пусть карты нам покажут этого человека. Особенности характера его в текущий момент времени. Особенности его характера. Так, звезда. Звезда. Что я хочу сказать? Творческий человек, мечтательный. Может быть, немножечко сейчас расслаблен. Такие люди иногда погружаются в себя, до них трудно достучаться. Так и хочется сказать, как будто погруженный в себя человек, он рисует какие-то картинки будущего. Такая. Может быть, это не всегда такое состояние, может быть, не всегда присуще ему такое, но в настоящий момент присуще. О чем же он мечтает? А вы знаете, он чего-то очень ждет. Он очень заждался. Вы знаете, он мечтает сократить время. Семерка черепов или пентаклей здесь. Как говорится, сорвать плод. Я мечтаю сорвать плод. Я мечтаю получить какой-то результат. То есть мечты о результате. То есть для этого человека в жизни очень важно получение результата. И восьмерка жезлов. И он, понимаете, он мечтает получить этот результат, но, возможно, скорее. Он торопится. Он торопится. Приехать, написать, может быть, поговорить с вами торопится. Он куда-то очень-очень спешит. Возможно, этот человек даже сейчас испытывает некое чувство тревоги по поводу того, что то, о чем он очень долго мечтал, это может задержаться во времени. А ему хочется подогнать это время. Его раздражает информация. Информация может быть пустой, которая не касается предмета его мечты. Такая информация его очень раздражает. А в целом, что я хочу сказать об этом человеке? Терпеливый, творческий. Но когда приходит время, он готов к решительным действиям. То есть он может быть очень решительным. Давайте спросим болезненные точки его души. Знаете, точки, которые сейчас нельзя дотрагивать. Нельзя на этой теме разговаривать, нельзя об этом его спрашивать. Нельзя колоть в эти точки. Он будет реагировать очень болезненно. Давайте посмотрим. Болезненные точки его души. Так, смотрим. Карта справедливость. Справедливость сама по себе говорит о многом. Проблемы с законом. Раз, болезненная точка. Проблемы бывшего брака. Тоже болезненная точка. Проблемы неразрешенной ситуации профессиональной. Тема справедливости вообще. Этот человек болезненно реагирует, если, например, вы ему сделали замечание, и это замечание не своевременное. Он будет реагировать очень болезненно. Он будет очень болезненно реагировать, если вы не оценили его какой-то поступок. Например, не похвалили. Он также будет реагировать болезненно. То есть для этого человека очень важна его самооценка. Не его самооценка, а как вы его оцениваете. Если недооцениваете, он будет переживать. Так, еще какие болезненные точки у него в душе? Колесо фортуны. Этого человека нельзя называть неудачником.
Этому человеку нельзя заказывать, куда ему ехать, куда не ехать. Но не дай бог, если вы напомните ему о неудачах. Я не говорю, что это всегда болезненная точка, но бывают такие периоды, что у человека действительно там что-то не получилось. И вы в этот момент говорите ему: ну вот, у тебя всегда так. Вот это будет болезненная точка. Какая еще у него болезненная точка? Семерка скипетров, семерка жезлов. Вот смотрите, этот человек очень сильно, у него есть личные границы, границы личного пространства. Вы можете общаться, вы можете жить вместе. Это по-разному. Даже если вы живете вместе, есть некие табу, за которых вы не должны переходить. У него, может быть, есть там любимые фильмы, какие-то личные свои тайны. У каждого человека есть. Вот болезненные точки, если вы переходите через эту границу. Он этого не любит. Он будет вот так огрызаться буквально. Не заходи. Это может вызывать скандалы. Какие еще у него болезненные точки? Так, тянуть время. Он крайне не любит, если вы опаздываете, тянете время. И еще, не готов он сейчас чем-то жертвовать. Он не может этого сделать. Еще какая болезненная точка – это напоминание о прошлом. Например, а вот ты тогда так сделал, а вот ты мне это не сделал. Или о его прошлом. То есть напоминание вот о моментах прошлого, которое уже прошло, он этого не любит. Не напоминай мне, не о моем, и не вспоминайте при нем о своем прошлом. Так, ну давайте заглянем так его сокровенные тайны. Так, давайте спросим, вот что бы он хотел вам сам рассказать, если бы мог. Это темы, которые подлежат обсуждению. Что бы он хотел вам сам рассказать? О любви хотел бы вам сказать. О любви, о приятных новостях хотел бы сказать. Сделать вам комплимент. Не обязательно вы живете вместе. Может быть, вы на работе, на учебе встречаетесь. Сказать вам что-то приятное просто. Для вас приятное. Вот что бы он хотел. Да, комплимент хотел бы сделать. Что бы он еще хотел сказать вам? Он бы хотел сказать, что он хочет быть рядом с вами всегда. Он хотел бы не выпускать вас. Я хочу быть рядом с тобой. Вот эти слова он может вслух не произносить. Не произносить. Но это как бы вот, если бы он мог. Я хочу быть с тобой. Еще четверка кинжалов. Она показывает интимную встречу. Он хочет интимной встречи. Что бы он еще хотел сказать? Так. Не делай мне больно, он хотел бы сказать. Вот эта карта, вот такие моменты, когда вы задеваете его болевые точки. Он, может быть, молчит, но в душе он переживает какую-то боль. Опять же, болевые точки. Справедливость, говорите там, он неудачник, или вспоминаете что-то прошлое. Вот не трогай, пожалуйста, мои болевые точки. Или давай поставим точку на ссорах. Что бы он еще хотел сказать? Это карта, в принципе, как вот предложение. Но еще тут такой момент. Пожалуйста, отвечай мне на звонки сразу. Или отвечай на мои сообщения сразу. Я очень волнуюсь, когда их нет. Может быть, он об этом говорит, а может, не говорит. Ему не нравится, когда вы не отвечаете. И еще такой момент, что бы он хотел сказать, как замечание. Вот если человек на работе, он не любит, когда его отвлекают смс-ками, звонками и так далее. А давайте спросим, вот что он хотел бы сохранить в тайне? Что он хотел бы сохранить в тайне? Так, дела. Дела, хочу сказать. Колесница – карта деловая. Деловые поездки, командировки, планирование в делах. Вот то, что касается его автомобиля, допустим, то вот с кем он, вот даже по этой карте, например, он занимается активным видом спорта, он бы не хотел, чтобы вы его контролировали. Но вообще по этой карте, деловая карта, вот куда он ездил, он втайне хочет сказать, надо куда, туда и ездил. Так,
Что бы еще хотел сохранить в тайне? Ну, он хотел бы сохранить в тайне, конечно, неудачи в финансах. Неудачи в финансах. Хотел бы сохранить в тайне некие черты своего характера, которые он считает недостаточно выгодными для себя. Что бы он еще хотел сохранить в тайне? Ну, пока что он хотел бы сохранить в тайне свою любовь к вам. Ну, это для того случая, например, вы просто загадали человека, ну вот он, вот догадайся, мол, сама, я тебя люблю, но я не буду тебе вот сейчас говорить. Еще, знаете, вот по этой карте иногда в тайне, может быть, первая любовь бывает, может быть, знаете, идеальная любовь. Вот у него есть видение там идеального партнера, но он об этом пока и говорить не хочет. Что бы он еще хотел сохранить в тайне? Так, ну, 7 кубков. Это свои фантазии. Вот у него есть фантазии, вот он их пока хранит в тайне. Ну, какого там рода фантазии, я не знаю, но, в принципе, здесь ничего такого он не хранит подозрительного. Так, спросим у него. Так. Что он считает главным на сейчас в ваших отношениях, с его точки зрения? Так, отшельник. Ну, отшельник. Может быть, кто-то из вас на расстоянии, он считает, вот главное то, что мы сейчас не вместе. Это не очень хорошо. Еще, если вы общаетесь, для него очень важно по этой карте, чтобы у вас была одна цель. Вот отшельник – это ищущий, идущий со светом своего вот этого, тут не фонарь, а факел, к определенной цели. Вот для него общая цель очень важна. Еще что главное, тут у нас отшельник еще тянет вот за собой черепа. Черепа – это всегда прошлое. Может быть, знаете, как вот, что бы он хотел сказать, что главное? Давай будем смотреть в будущее, но не будем очень сильно ковыряться в прошлом. Но прошлое тоже забывать не будем. Вот так. Поиск. И еще в зависимости от вашей ситуации, у всех разные ситуации, он может быть сейчас сосредоточен на каком-то поиске. Поиск выхода, работы. Вот такое, вот такое. Что он еще считает главным? Ну, конечно, он считает материальную часть вашей жизни, достаток, это тоже очень главное, очень важное. 9 черепов или 9 пентаклей, то есть быт, достаток, деньги. Для него это не второстепенное. Что еще он считает главным? Ну, конечно, он считает главным понимание текущей ситуации, умение договариваться. Это 6 у нас кинжалов. Понимать друг друга и не конфликтовать. Это для него очень важно. Давайте спросим высший смысл происходящего сейчас. Высший смысл происходящего. Карта сила. Отношения сильны. Страсть, сила, управление. Это высший смысл происходящего. Это живая энергия партнерских отношений. Так, и задачи его и ваши. Его задача взять на себя большую часть нагрузки, как сильному человеку. Ваша задача приумножать. Ну, как бы так хочется сказать, собирать камни. Ну, знаете, вот ваша задача вот быт обеспечивать, быть практичной. А объединяет вас сила. У вас есть любовь и страсть. Ну, вот такой у нас получился расклад. Я всех благодарю за внимание. Всем мирного неба, спокойствия, здоровья, близким и безопасности, где бы они ни были. Кто далеко от вас, пусть будет в безопасности. Всего доброго.